Это канал творчества для всей семьи с идеей декора ключницы из всего, что есть дома. Для этой работы я использовала гофрокартон. У меня тонкий, поэтому вырезала 3 детали. Для стенок буду использовать картон от упаковки. Для подвеса я продернула веревку и приклеила еще одну деталь. Такой толстый картон от упаковки можно заменить, склеив 3 полоски тонкого гофрокартона. Все ребра я оклеила крафт-бумагой. Сухую шпаклевку развела водой, добавив клей ПВА. На трафарет наношу тонкий слой шпаклевки. Для декора подойдет абсолютно все, что есть у вас дома. Это могут быть брелки, кулоны, цепочки. Вот такие кристаллики у меня были. Старая бижутерия, которую можно разобрать, пуговицы, монетки. Вот даже старые часы, когда-нибудь обязательно их использую. Но в общем абсолютно все, что имеет рельефную поверхность. Сначала я спланировала композицию и сфотографировала ее. Моя композиция будет в несколько слоев. Вначале я приклеиваю нижний слой. Это гофрированный картон. Кое-где приклеила бисер. Грунтую все черной акриловой краской. Если есть черная краска в баллончике, это здорово упростит работу. Затем наклеиваю второй слой. В центре композиции у меня будет хамса, поэтому для нее я сделала более высокую подложку. Хамса – это ближневосточный защитный амулет от сглаза.
Хамса – ударение на первом слоге и в переводе на русский язык означает «пятерня». Этот амулет широко используется у мусульман, евреев и индусов. Такую работу можно сделать и с детьми. Подойдут кусочки лего, пазл, мелкие игрушки, старые ключи, канцелярские скрепки, пластиковые и металлические пробки. Дайте ребенку приклеить на клей ПВА все, что он захочет, а затем окрасьте все золотой или бронзовой краской из баллончика. Получится очень эффектно. Да, баллончик с краской здорово бы помог в этой работе. Можно было бы оклеить все сразу и окрасить одновременно. Кое-где наношу телесный цвет или цвет топленого молока методом смывки, немного испачкав поверхность. Окрашиваю методом сухой кисти бронзовой акриловой краской. От более темного синего перехожу к более светлому. А сейчас цвет топленого молока. И в конце я добавила золотой металлик в некоторых местах. Лак для ногтей. Такой подвес хорошо подходит для панно. Ну а для ключницы лучше сделать в уголках по петельке, то есть 2 петельки. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А сейчас посмотрите еще несколько идей других авторов, участников проекта «Хоровод ремесленников». Ссылки на каналы в описании.